Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и тема моего сегодняшнего видео — атмосферное электричество прошлого, пирамиды, храмы, звездные крепости. Дело в том, что мы живем с вами в океане энергии, и хотелось бы понять, как же этот океан энергии использовали в прошлом, для того, чтобы и нам использовать это в будущем. Потому что, на мой взгляд, древние знали об этом, и даже современная наука об этом знает. Ну и мы с вами должны вспомнить для максимально эффективного использования этого бесплатного источника энергии, который доступен всем, но нами сейчас фактически не используется. Дело в том, что я уже в своих статьях про воду обращал ваше внимание, что основным переносчиком энергии, носителем ее, есть как раз вода. А вода — это и поверхностные источники, и атмосферная влажность, и плюс еще снег, ну и то же самое влажность в самой земле и под землей. Мало того, что кроме бесструктурного всего этого энергии, которая не всегда имеет конкретную структуру, есть еще места силы. Там, где пересекаются силовые линии Земли, и они бывают и базовые, фактически они есть у каждого, и бывают места силы общеземные. Как раз я много раз в своих видео показывал эту сетку силовых полей Земли глобальную. И вот эти точки, в которых максимальный выход силы энергии самой Земли, как раз и стоят уже найдены и когда-то в будущем будут найдены мегалитические комплексы, пирамиды. Вы знаете, что я уже показывал вам различные пирамиды, в том числе и на территории России, в том числе и забытые. Но сейчас наша тема, а как же, зачем же строились эти мегалиты, как использовалось это атмосферное электричество, электричество Земли. Дело в том, что как раз в местах силы общепланетарного масштаба строились концентраторы этих мест силы, вот одна из фотографий пирамиды, и концентрировались эти энергопотоки и использовались их в общепланетарном масштабе, опять же, для связи, для других химических целей, биологических. О том, что этому была подвержена вся Земля, говорят не только мои исследования, но и сами структуры пирамид, которые, как вы видите, эти пирамиды Египта, пирамиды той же Мексики, пирамиды того же Китая, они фактически построены по одним и тем же принципам, ориентированы одинаково на космос, вот, например, на пояс Ориона, данные пирамиды. И они служили для использования максимального потенциала Земли и даже для взаимодействия с космосом, то есть для космических связей космической. Так что энергия, если она у вас есть, вы ее можете использовать по-разному. Но факт в том, что цивилизации прошлого использовали по максимуму энергетику самой Земли, и поэтому достигали для нас фантастических или даже божественных результатов. О том, что энергия в прошлом применялась, говорят нам фрески из того же Египта, когда в подземных комплексах тех же пирамид, храмов находят вот такие вот изображения, которые я тоже уже показывал в предыдущих видео, где четко видно, что люди древности знают про электричество, его используют, в том числе и для освещения, потому что даже подземные части храмов не имеют никакой ни копоти, ни сажи, и даже подобные устройства находили еще 200-300 лет назад, и они еще даже работали. Так что для нас современных подобные устройства представляют собой просто лампочки древности. И то, что древние нам передают сообщения, что они использовали электричество, знали, что такое аккумуляторы и освещение, и обладали знаниями даже большими, чем мы. Но мы сейчас говорим про атмосферное электричество. Хотелось бы больше остановиться на нем, так как основные сооружения прошлого использовали не только места силы, но и то электричество, что есть в атмосфере. Так, например, вот из того, что мы знаем и уже известно нам, например, еще в 19 веке, вот то, что написано на первом под цифрой 1, в США уже применили пламенные ионизаторы для питания атмосферным электричеством телеграфной связи.
То, что обозначено цифрой 2, тоже в США предложили системы для собирания атмосферного заряда из сетки, подвешенной к аэростатам, и которая все накапливалась в аккумуляторах тогдашнего времени. Вот эта схема 2. В Германии тоже вот вся эта схема 3 была предложена как для получения именно атмосферного электричества без использования мест силы. И вот эта схема давала мощность 3,4 киловатта. Но даже в наше современное время в России в 2003 году, вот рисунок 4, была запатентована современная метеорологическая установка для получения электричества из воздуха. Я ее уже показывал, ссылки на все источники под видео. Можете перейти и ознакомиться. Но факт в том, что не только в глубокой древности, но и за весь период, который мы можем увидеть, и в недавней древности человек все равно пытался обратно получить эту энергию, которая нас окружает, энергию из атмосферы. И даже в России уже есть патенты на подобные станции. И вот эта иллюстрация, когда я увидел иллюстрацию из этого патента на получение электричества из атмосферы, то все фактически стало на свои места. Все предположения подтвердились, потому что вы видите, эта схема уже из патента 2003 года. Здесь приводится схема максимального получения именно атмосферной энергетики. Но подобные же формы мы видели и ранее. И где мы их встречаем? В городах древности. Вот этот город древности из Южной Америки, когда его открыли так называемые европейцы, то мало того, что сооружение похоже на московский Кремль, ну и наверху, обратите внимание, на эти полумесяцы так называемые. А на самом деле это просто устройство для сбора энергии. Это как раз гравюра была 16 века, еще одна гравюра 16 века из того, что сейчас называется Индией. Опять здесь подписано, что живут великие моголы в Индии. И обратите, опять эти полумесяцы. Опять эти полумесяцы, а по факту не просто полумесяцы, а антенны, может, для приема атмосферного электричества. Многие скажут, что а почему для приема? Может, это громоотводы, вот как здесь происходит. Чтобы, как говорится, молния не попадала именно в здание, чтобы не были пожары и тому подобное. А почему, например, одно отменять должно другое? Почему защита от молний должна отменять то, что в древности люди получали и снабжали свои жилища за счет именно атмосферного электричества? Потому что в местах силы можно поставить храмы, можно поставить пирамиды, но жилые-то постройки вы не построите в местах силы. Иначе там очень большая энергетика, люди просто начнут умирать. Один из моих слушателей тоже обратил мое внимание на то, что раньше священниками могли называть тех, кто распространяет свет. Вот я вам привожу древние гравюры, показывающие пап римских. И опять мы видим эти три планки, которые мы видели и в современных, скажем так, наработках по получению атмосферного электричества. Видим свет. Почему же раньше священники действительно не были теми, кто был распространителем света? Если это так, то мы видим опять эти три планки на Тамерлане. А тогда знать, это те, кто знают, как использовать свет, получаемый от священника. Не поэтому ли на Тамерлане вот эти, опять же, эти три перекладинки, которых мы еще видим на храмах? Ну, продолжим, потому что в том патенте 2003 года на получение атмосферного электричества есть еще и подобная схема, где они, проведя эксперименты и замеры, получили следующие условия, что подобная схема приводит к получению максимального энергетического потока из атмосферы. Но я не знаю, что видите вы, я увидел колокольню, которая, кстати, не заземлена, видите. Этот провод идет в другую часть, скажем так, храма, где есть купол. И уже там, где есть купол, происходит накопление этого заряда, и тогда получается
напряжения, выход напряжения именно на заземление. Это очень важная схема, потому что она фактически нам показывает храмы, если бы было их исполнение без кирпичей. То есть здесь чисто показаны силовые, как производить максимальное накопление и использование электричества. Когда мы это видим, уже становится понятно, что подобные сооружения, я не знаю, сейчас, конечно, они не используются по прямому назначению. В прошлом же они должны были служить именно в целях работы не только с атмосферным электричеством, но и с местами силы. Обратите внимание, подобные сооружения очень часто находятся рядом с большими водными массами, реками или подземными источниками, которые служат местами силы. И что мы видим? Почему же они сейчас не работают? Если внимательно прочитать патент 2003 года, то там было четко написано. Вот еще раз давайте здесь прочитаем с вами и увидим, что как раз расстояние между этими двумя стойками, а по сути колокольни и тире купола, должно быть как минимум два расстояния их высоты. То есть они не могут стоять очень близко друг к другу. Именно для того, чтобы работало атмосферное электричество. И это раньше было записано в канонах по строительству подобных сооружений. Но как видите, эти сооружения уже стоят впритык, здесь нет никаких двойных высот. А каноны у нас кто отменил? Никон, патриарх Никон, который отменил их в 17 веке. По моей реконструкции, после того, как произошла глобальная катастрофа. И поэтому храмы древности, они что-то копируют, но из-за того, что нарушены каноны их строительства, они фактически сейчас не выполняют свою функцию. То же самое, они не ставятся в местах силы, а именно в местах пересечения подземных вод и выхода энергетических потоков, что то же самое делает их не совсем пригодными и полноценными в плане выполнения именно их основных функций. А опять же, давать энергию, не только давать энергию, например, для освещения, но и для того, чтобы восстанавливать здоровье человека. Ну, продолжим. Потому что действительно все эти храмы, обратите внимание, действительно купол заземлен, поэтому бьет молния в купол, а не в саму колокольню, хотя колокольня выше. И стоит опять же храм возле большого источника воды. Почему я на это обращаю внимание? Потому что в своих предыдущих видео я всем интересующимся показывал простые схемы получения энергии из воды. Вода является носителем этого заряда. Ее можно, ссылки все под видео, опять как эта схема работает. А представьте, так это вот я приводил на примере фонарика, где там 100 грамм воды. А представьте, если у вас целая река воды, или подземный источник, или море. То есть у вас безграничный источник энергии, не только атмосферной, но и то, что находится на поверхности и под поверхностью Земли. Плюс есть такой фильм «Резонаторы наномира». Вот один из скриншотов с него. Обратите внимание, люди изучают резонаторы наномира. И, о чудо, что мы видим? Мы видим опять же строение храмов. Опять строение храмов, вот опять резонаторы наномира. Это очень похоже на те заборы, которые раньше окружали храмы. И поэтому, когда я теперь вижу храмы, то я вижу в них что? Резонаторы. Резонаторы, которые, если бы они стояли в правильных местах, если бы выдерживали все каноны их расположения и постройки, то мы бы имели что? От электростанции по снабжению нас атмосферным электричеством, плюс по получению необходимых вибраций и энергии для оздоровления того же человека, в том числе и для связи. По крайней мере в пределах Земли. Обратите внимание на этот крест, вот опять эти три перекладинки, символ Лели, то есть и фактически оно повторяет тот же патент, что был запатентован в 2003 году для получения максимального количества атмосферного электричества. Так что если не нарушать каноны и восстановить всю систему, как она была раньше, так она и будет давать результат, а не просто биться головой об стенку или об пол. Для того, чтобы убедиться, что так было и раньше, что система работала до определенного момента, вот вам гравюра 1683 года, Москва. И что мы видим? Опять эти три перекладинки, и фактически вся Москва
в этих перекладинах, а по-русски говоря, в приемниках-передатчиках атмосферного электричества. А если у вас есть атмосферное электричество, значит вы можете принимать и радиоволны. Почему нет? Антенна-то есть. То же самое, вот гравюра Москвы 19 века. Тоже непонятно, какие-то не совсем кресты. Или кресты, да не те. Эта гравюра тоже где-то 19 века, и мы видим опять же дом Дмитрия Царевича в Угличе. И опять же вместо крестов громоотводы. Или просто накопители электричества атмосферного. Или и то, и другое вместе взятое. Ну вы скажете, но этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но есть один нюанс. Дело в том, что имеются фотографии из храмов 19 века, где еще чудом сохранялись вот такие вот молочные шары. Потому что если действительно атмосферная энергия получалась, то должны быть же какие-то осветительные приборы. Это чудом сохранившаяся фотография храма Москвы 19 века. Взял я ее на ресурсе Tartaria.info. Ссылки на эти статьи в описании. Можете перейти их почитать, они очень интересные, которые рассматривают именно атмосферное электричество и его использование. Ну сам факт, что про подобные шары писал еще Ломоносов. А Ломоносов, как вы знаете, родился в 18 веке, был великим нашим ученым. Так вот, он открыто писал, что эти шары светятся от движения эфира по металлическим частям, на которые они подвешены. Устройство их было вполне примитивным, обычный стеклянный шар с наполнителем. В простонародье их называли молочные шары. Но храм это храм, а бал это бал. У определений совершенно разные названия. В храмах того времени, согласно преданию, за счет воздействия колебания эфира на человека, последний входил в состояние эйфории. Ну, фактически можно было ввести состояние оздоровления человека, эйфории, то есть перевести его на другой энергетический уровень. Это сейчас была как раз цитата из статьи, то есть Tartaria.info, откуда был взят этот снимок. И сам Ломоносов, фактически, на мой взгляд, он был тем, кто восстанавливал как раз утерянные знания. А вы знаете, кто смотрел мои видео, что я в середине 17 века нашел катастрофический потоп и катастрофические изменения по всей нашей земле. Ломоносов же живет в начале 18 века и фактически он занимается восстановлением утраченных знаний и технологий. Поэтому он в своей работе об электричестве он пытался и создал определенные работы, которые, например, вот ее название той работы, что он создал об электричестве. Первое, это содержит предварительные данные. Второе, об эфире и огне. То есть он пишет, как из электричества получать эфир, огонь, как это получается. Третье, о строении чувствительных тел. Четвертое, о получении производного электричества. И это, извините меня, 18 век. Шестое, объясняет искусственных явлений. Седьмое, объяснение природных явлений. И восьмое, о будущих успехах учения об электричестве. Это Ломоносов пишет, повторяю, в середине 18 века. Пишет или восстанавливает эти данные, которые были ранее. Вот записки самого Ломоносова об этих экспериментах. Что он пишет? Если голову под проволоку поставить, то почувствуешь колотье. Также, когда плечо положить к проволоке, то и сквозь платье колотье чувствуется. Когда молоток положить к колбу или зубам и другим концом проволоки, то почувствуешь немалую болезнь. Маленькие животные чувствуют большую болезнь, нежели великие. Я надеюсь, что карликам, лилипутам, больнее будет, нежели рослым людям. Вот такие вот свои ощущения описывает Ломоносов после экспериментов с электричеством. Кстати, для тех, кто не знает, в июле 1754 года Ломоносов продемонстрировал действующую модель геликоптера. Еще задолго, как были найдены труды великого Леонардо, о которых он к тому моменту совершенно ничего не знал. Это была первая в России действующая модель геликоптера или вертолета. Поднималась на небольшую высоту.
Однако развить проект Ломоносову не удалось, хотя наблюдавшие опыт члены Академии пришли в полнейший восторг от самой демонстрации. Ломоносов разработал основы аэродинамики, возникшей как наука только в конце 19 столетия. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек, может, он занимался просто восстановлением чего-то на тот период. То есть произошла катастрофа, определенные знания, технологии, умения были утрачены, или их никто не хотел как бы отдавать тем, кто захватил этот мир. И вот он и занимался восстановлением подобных знаний. Подчеркиваю, вертолет за 200 лет до того, как вообще подобные идеи стали хоть кому-то в голову приходить. Но вернемся к нашим осветительным приборам. Вот фотографии тоже из чудом сохранившихся мечетей Ближнего Востока, на которых мы тоже видим подобные вот именно стеклянные шарики, стеклянные осветительные приборы, вот стеклянные люстры с какими-то наполнителями. Вон они, эти шарики вдалеке. Давайте поближе на них посмотрим. Обратите внимание, вот они шары, они пустые. Они подвешены почему-то к потолку. Причем на металлических определенных прутьях. В шарах нет никаких, как вы видите, наполнителей, нет никаких фитилей, ничего нет. Их огромное множество висит в этой мечети. Вот еще ближе, то есть шары пустые. Когда пустые, не горят. А вот шары чем-то наполнили, и они начинают светиться молочно-белым цветом. Автор статьи на Tartaria Info, кстати, это фотографии с той статьи Tartaria Info, он рассматривает это под призмой того, что это было какое-то вещество типа москального масла. Может, и оттуда и пошло москаль, Москва. И обратите внимание, они светятся. Вот это множество шариков этих светительных приборов светятся. То есть еще в 19 веке они были. Без какого-то наполнительного свечения нет. Есть наполнитель, свечение происходит. Опять же, свечение за счет как раз из какого источника энергии? Если не того атмосферного электричества, которое накапливалось в храмах и передавалось по вот этим всем металлическим стержням. И эти светильники, которых, как мы видим, там ничего не было, они не светятся. Их заполнили какой-то жидкостью, и они начали светиться молочным белым светом. Почему? Это не прообраз, как говорится, начальный прообраз благодатного огня. Светит, но не обжигает. Ничего не напоминает. Очень похоже на, скажем так, раннее использование благодатного огня. Кстати, подобные сооружения на Ближнем Востоке имеют и вот такие вот верхушки. Это, на мой взгляд, это просто фрактальная антенна, которая вообще объемная. Посмотрите, это даже на крест не похож. И тот же Ближний Восток имеет зарисовки из прошлого с вот такими вот антеннами. Это фактически антенны на минаретах. Обращаю внимание, и ми это нота, и ре это нота. И в слове пирамида тоже есть, и ми. И там просто ра есть. То есть почему-то все очень близко. Не похоже это, а больше мне это напоминает вот такие вот сооружения. Это тоже иллюстрация. Дом клубом с вышкой. Но на самом деле это не дом, это храм древности. Вот так и жили дикие в кавычках варвары, русские, неумытые. В таких вот ходили в такие храмы, строили деревянные. А наверху такое же чудо, что мы вот видим и на Ближнем Востоке 17, 18, 19 веков зарисовка. Обратите внимание, это все Ближний Восток. И где здесь просто полумесяц, который мы, как видели, используется именно в накоплении и использовании атмосферного электричества. Это иллюстрация мечети из Стамбула, самой большой. Обратите внимание, сколько здесь светильников этих. И они тоже подвешены, все висят на металлических этих стержнях. Вот другая конфигурация светильников. То есть это зарисовки, сделанные в разное время. И как видите, они могут и светиться, и не светиться. Вот еще одна зарисовка из той же мечети главной Стамбула.
Здесь светятся уже эти фонарики. Все скажут, а может это просто было масло, которое там фитиль вставлялся и поджигался. Ну, чисто теоретически, конечно, все может быть. Непонятно, на каком уровне была утеряна технология или запрещена теми, кто завоевал мир. Ну, сегодня эта мечеть выглядит вот так. Как вы видите, уже энергосберегающие лампочки светят тем же молочным цветом. Светят и не обжигают. Что-то напоминает. Ну, правда, это выглядит все вот так на сегодняшний день. Не знаю, как сегодня, но, как вы видите, вот вам гравюра 1663 года, если верить подписи. Здесь получают статическое электричество. 1663 год. 1681 год, Париж. Все освещено. Чем освещено? Наверное, свечи. Ветерок подул, все погасло. Ну, а светится, ну, может быть, конечно, и масла какие-то. Ну, не похоже. 1745 год, опять все освещено. Как видите, это все освещено, это все освещение. Гирлянды. Некоторые говорят, это масляные гирлянды. Ну, не знаю. 1749 год. Вот это все освещение, все эти гирлянды, они должны быть масляные. Почему? Потому что по официальной версии электричества нет, а лампочек тем более нет. Ну, будем считать, что это масло. Очень интересные масляные тогда осветители. И такие гравюр древности, это 17-18 век, это Россия тоже. Да, здесь видно, что применяются какие-то действительно и масла, он вверху что-то горит. Но как освещаются вот эти фигуры, как все это освещается, вот это все масляные светители, действительно. Ну, мне больше всего понравилась иллюминация от Петропавловской крепости. Ну, крепости Санкт-Петербурга здесь подписано. 1735 год. Чем иллюминация-то? Ведь лампочек-то нет. Ну, будем считать это масляными фонарями. Но, обратите внимание, крепость. Крепость-звезда, в середине огромная вышка. Для накопления и распределения. Вот то же самое, те же фрактальные лампочки Петропавловской крепости, тоже одна из гравюр. Когда я это все видел, мне больше всего напоминает вот такой вот рисунок. Когда действительно самое высокое здание накапливает максимальный энергетический потенциал, и при помощи формы, обратите внимание на это описание, краткое описание электричества. Что такое амперы, что такое вольты, ватты, сопротивление. Вот как выглядит, например, краткое описание. В графическом изображении ничего не напоминает. Мне сразу это напомнило именно крепость-звезду. Один из ее элементов. Вот такую крепость-звезду, которая стоит либо рядом с большими источниками воды, либо прямо, как говорится, подводится сюда вода, либо подземные источники воды. А здесь уже нет центрального высокого здания. Сломали, чтобы, наверное, не работало. Но такие здания сохранились. Вот эта иллюстрация из одной статьи Михаила Волка. Ссылки на все материалы под видео. Это Наарден, город-звезда и храм в центре. Смотрите, какая интересная вышка сохранилась. Когда же я видел все эти звезды-крепости, которых огромное количество по всему миру, мне тоже больше всего вспоминались фрактальные антенны. Вот обратите внимание, фрактальная антенна. Это тоже из статьи Михаила Волка, тоже одна из иллюстраций тех, кто занимается вот резонаторами наномира, я так понимаю. Они провели расчеты, сделали модель, и вот у них получилось вот такое. Интересно. Максимальный потенциал накапливается именно на вот этих зубчиках. Ну, очень тоже похоже на такую микросхему. То, что крепости звезды, это не просто оборонительные сооружения, которые не работали с энергией. Говорят вот такие вот иллюстрации с сегодняшнего дня. Вот это красным обведены остатки крепости звезды. Рядом с ней огромная
круглое озеро, как вы понимаете, это был когда-то энергетический удар по этой крепости произведен. И даже несмотря на такое энергетическое воздействие, фактически крепость осталась цела. То есть для того, чтобы остаться целым, ей нужна была именно энергетическая защита. Поэтому возникает вопрос, что эти крепости звезды не просто накопители энергии, но у них были свои экраны, которые их защищали именно от энергетических воздействий. Потому что вот это, то была фотография из Омска, это иллюстрация из Казахстана. Мы видим, что трижды пытались ее уничтожить, но крепость все равно осталась. А чтобы такое произошло и все это было рядом, значит она должна иметь энергетический щит. И фактически не служат ли вот эти звездные крепости накопителями энергии, которые используются не только для отопления, освещения тех, кто живет внутри, для их защиты, но и для их защиты, в том числе и силовым полем. Вы скажете, ну это предположение. Ну, это предположение описано и в Ведах, так что вполне возможно, что это так и есть. Но продолжим. Уже мы выходим на завершающий этап. Это еще одна иллюстрация иллюминации. Я так понимаю, в Петербурге. Опять 18 век. Все горит, все светится. Чем светится? Ну, будем считать, все эти гирлянды это масляные лампы. Потому что других объяснений для официальной истории нет. Нет еще никаких электрических ламп и в помине. И не предполагается. Так, может действительно масляное. Действительно там залито масло. Но оно не горит, а светится как благодатный огонь в первое время своего появления. Просто светится вещество, да. Может масло, вот это москальное масло, как предлагает автор. Потому что когда, опять же, мы видим иллюстрации, коронация торжественная в Кремле 1801 года, и когда я вижу, как произведена иллюминация храмов, возникает вопрос, а как? Ну как? Никаких электрических лампочек не существует. Масляные светильники, разве что от атмосферного электричества. Потому что как может это все светиться? Это видно, что оно не горит. Видно, что это не фейерверк, это действительно иллюминация. Не иначе призвали иллюминатов, то есть просвещенных, знающих, как осветить, и сказали осветить, а потом выключить. Еще одна иллюстрация 18 века. Весь храм в иллюминации. Откуда свет, непонятно. Лампочек-то еще не производят. И вот, наконец, август 1856 года. Коронация императора Александра II. Насколько я читал из истории электричества, на тот момент те лампы, которые чисто теоретически существовали, я так понимаю, в единичных экземплярах, но не в таких, их время работы 20-30 минут максимум. То есть никакие не часы, не дни, а минуты. Здесь же 1856 год, все освещено, все отлично. Иллюминация. Не иначе действительно иллюминаты. Ну, иллюминация Москвы 1883 год. Опять все освещено, опять все прекрасно. И же, правда, лампочки должны гореть 20-30 минут. Ну, ничего страшного, все горит, все освещено. Опять фотография во время коронационных торжеств 1986 года. Вся Москва освещена. Хотя, честно говоря, еще эффективных лампочек не придумали, тем более не начали их производство. Вот фотография 1896 года. А говорят, еще эффективных лампочек нет. Ну, не знаю, это не мешает провести иллюминацию Москвы. Светят, горят 30 минут, час. Но, как мы видели, был вечер, наступает день, а они все еще светят. То есть какие-то лампочки интересны. Ну, что я хотел вам показать? Что невозможное возможно, что нужно искать, знать прошлое, чтобы использовать самое лучшее из этого в будущем. Хотелось бы поблагодарить всех за внимание. Все ссылки на использованные источники, в том числе и мои статьи, и чужие, под видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах.
Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.